Всем привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного домашней техники, потому что у нас реальные обзоры и тесты. И вот очередное доказательство. Этому давно мы ничего не снимали про кофе, что называется. Но вообще у нас много видео, даже есть отдельный плейлист, но там в основном кофемашины, такие автоматические кофемашины. Они довольно дорогие, не всем доступны, да и не всем нравятся. А вот в этом видео мы расскажем и будем тестировать рожковые кофеварки. Да, они поменьше по размерам, то есть больше шансов на кухне поместиться. Плюс они дешевле стоят, то есть более доступны для широкого круга пользователей. Простите за штамп. Мы приехали в кофейню, это сеть кофеин, называется она Кутята. Мы еще поговорим об этом, потому что у нас будет бариста из этой кофейни. Кстати, ссылки на ребят все в описании видео есть, приходите к ним, у них реально очень крутой кофе и много этого кофе, много разных видов. Как все это будет происходить? Я вам буду рассказывать подробности про каждую из кофеварок, и вместе с баристом мы будем ее тестировать. То есть мы приготовим по чашечке эспрессо и по чашечке капучино. Да? Посмотрим, как такие кофеварки справляются с молочной пеной, насколько это удобно или неудобно, потому что есть такой момент, когда у многих, многие не пользуются этой функцией приготовления молочной пены именно в таких кофеварках, потому что что-то муторно, там что-то возиться с паром, вручную все это неудобно. Посмотрим, на самом деле, удобно или нет. А вы в комментариях тоже пишите, если у вас, может быть, есть такая кофеварка, как вообще мнение, пользуетесь или нет, и готовите ли, и что вообще предпочитаете, какой кофе готовить с помощью такой кофеварки. И еще сразу скажу, у нас будет такой бонус, мы разыграем одну из кофеварок, но это смотрите видео до конца, там в конце будет, собственно, и то, какую кофеварку разыграем, и условия розыгрыша. Он тоже будет, кстати, в описании видео, так что, если что, можно будет прочитать. Все, начинаем, поехали. Как я рассказал, мы приехали в кофейню, это сеть кофеин, да? Все верно. Сеть кофеин, называется она... Кутята. Кутята. Во-первых, это Катя. Катя, привет. Привет. Катя бариста в одном из кафе, да? В одном из кафе? Во всех. Во всех. Это такой главный бариста. Да. Вот видите, у нас не просто так тест, у нас с крутыми людьми. Так, Кать, расскажи, почему Кутята? Знаешь, когда кофейня, обычно в названии есть там что-то про кофе. Там кофе чего-то там, кофе, а тут как-то так очень лампово, мило, но почему? И что вообще такое кутята, да? Кстати. Да, многие задают на самом деле вопрос, когда к нам заходят, что значит кутята. Вообще кутята — это маленькие щеночки, так называют, да, в деревнях маленьких. Не всем. И у нас наши основатели — это семейная пара Лиза с Кареном. Они так ласково друг друга называют Кутя, Кутенок. То есть семейная история такая. Да, это прям такая семейная история. Изначально это Лизина бабушка начала их так называть, когда они приехали к ней в деревню. Прям семейная. Да, и они потом переняли и начали постоянно, все их друзья, все знают, что они Кутята. Так. И когда они решили открывать свою кофейню, все такие: только не Кутята, пожалуйста, называйтесь. И, естественно, они назвались Кутята. И история про то, что они очень сильно хотят передать свои семейные ценности именно в своем заведении, в атмосфере здесь. У вас своя обжарка, да? Да, все верно. Мы сами жарим кофе. Карен как раз-таки наш обжарщик. Мы закупаем зеленое зерно через импортеров, которые напрямую закупают его у фермеров. А как, кстати, сейчас с этим? Какие-то проблемы были или все-таки как наладили в итоге все? Все наладили, но все равно очень долго мы сейчас достаточно ждем, пока придет контейнер. То есть просто логистика, да, все стало намного дольше, но пока кофе есть, пока есть из чего готовить, радуемся. Будем надеяться, что и будет, тем более, что реально, прийти не просто какую-нибудь там супер-мега-глобальную сетевую кофейню, а в такую небольшую сеть еще и с таким милым названием. И здесь, на самом деле, очень милая атмосфера здесь кофейни. Так что приходите, и ссылку на ребят, на сеть кофеин Кутята мы оставим в описании видео. Там все будет, так что вот так. Итак, это рожковые кофеварки, и мы с тобой сделаем эспрессо. Да, и хочется, как твое мнение, услышать насчет процесса и насчет результата. Там какая пена, насколько это все правильно. И еще мы с тобой вспеним молоко. То есть для таких напитков типа капучино, латте. Рожковая кофеварка называется рожковой, потому что у нее есть этот кофе-холдер или рожок, куда вставляется металлический фильтр и насыпается молотый кофе. Несмотря на довольно простенький внешний вид, вообще-то внутри такой кофеварки происходит довольно сложный процесс приготовления кофе. Сначала вода перекачивается в бойлер, где она нагревается примерно до 95 градусов. Далее в заварочной системе срабатывает поршень, нагнетающий давление. Собственно, это и
есть помпа, о характеристиках которой, прежде всего о максимальном давлении, производитель всегда дает информацию. Теперь нагретая вода подается к рожку, проходит через молотый кофе в нем и далее, благодаря высокому давлению, вкусоароматические вещества попадают в чашку, и мы получаем бодрящий напиток с пенкой. Обращаю ваше внимание, что в характеристиках помпы всегда указывается максимальное давление, на которое она способна, например, 15 бар. Но для приготовления эспрессо столько не нужно. Качественный напиток приготовится и при давлении 9 бар. Примерно такое в реальности и создается в рожковой помповой кофеварке. Есть еще рожковые паровые кофеварки, но они в нашем тесте не участвуют. Так там давление еще меньше, но это уже может не очень хорошо сказываться, на качестве эспрессо, например. Кофеварка Hyundai самая доступная по цене в этом видео. При этом у нее самая мощная помпа, выдает на максимуме аж 20 бар. Вопрос в том, зачем. И она итальянского производства, что, конечно, неплохо, но вряд ли сильно скажется на качестве кофе. Китайские помпы других участников, скорее всего, исходя из нашего опыта тестов, в деле будут не хуже. Зато она круто выглядит. Милая ретро, дорогое, наверное, сердцам многих любителей кофе. А почему нет? Здесь бойлерный нагрев воды, мощность кофеварки 850 Вт. Все быстро, и температура воды в итоге около 90-95 градусов, правильная для эспрессо. Можно готовить одновременно 2 чашки напитка. Контроль объема напитка ручной. С одной стороны хорошо, сколько надо, столько и наливай. Но с другой не отойдешь сделать себе брускетту с лососем к кофе. Есть капучинатор, пена готовится в ручном режиме, это классика для рожковых кофеварок. На верхней площадке можно размещать чашечки для эспрессо, они там еще и подогреются, что неплохо для употребления напитка, как говорится, по классике. Есть съемный поддон для капель, а объем съемного контейнера для чистой воды здесь 1,5 литра. Неплохо, кстати. И теперь тестируем. Воду налили, смотри, дальше мы, собственно, дальше-то процесс не очень отличается, да, от такого профессионального. Мы кладем кофе. Давай класть кофе. Угу. Так, у нас здесь есть специальная мерная ложечка. Да, это все мерная ложка из комплекта. Там, в принципе, читайте инструкцию. В инструкции все написано. Играет роль степень помола. Рекомендуется такой средний помол для таких кофеварок. Дальше трамбуем. Да, сначала нам нужно чуть-чуть разровнять здесь кофеечек, чтобы ровно его затрамбовать. И получается, этой же ложкой мы это сверху трамбуем. Да, это специально из комплекта. Трамбуем не очень сильно, так, чтобы без особого фанатизма. Да, ставим чашку побольше, у нас такой двойной эспрессо получается. И, собственно, вот эту всю историю включаем и ждем, какой кофе у нас получится. Здесь, кстати, есть разные модели. Есть модели таких кофеварок, которые, тоже пошел кофе, которые автоматически отключаются. Там задан определенный объем кофе, и они отключаются. Вот здесь такого нет. Да, и тут нужно самостоятельно регулировать объем кофе. Но, с другой стороны, может, это и неплохо, потому что вы сами знаете, сколько вам нужно. Ты говори, когда... Я думаю, мне кажется, пора. Пора, да, мне кажется? Отлично, выключаем. Что у нас... Даже можно было чуть пораньше. Так, расскажи, я какой-то прямо суперплотной пены не вижу здесь. Да. То есть... тут вопрос может быть либо с помолом, да, можно попробовать поменьше сделать. Просто, да, хотелось бы поплотнее, конечно, крема здесь практически нету, то есть очень мало. Давай дадим второй шанс и сделаем еще раз. Еще один шанс мы дали этой кофеварке Hyundai, потому что там, знаете, первый раз. Другой помол немножко делаем, немножко помельче у нас здесь помол, да? Правильно я понимаю? Да, все так. То есть он средний, но чуть помельче. И мы сейчас смотрим, что получится. То потом вы же в комментариях напишите, что вы там все неправильно сделали. У нас несколько шансов. Сейчас мы найдем идеальный более-менее помол. Так, буду придерживать чуть-чуть. Они маленькие и легкие, поэтому нужно придерживать. Но, в принципе, у нас здесь все нормально, да, можно включать. Смотрим, что получится. Я думаю, мы пораньше чуть-чуть выключим. Сейчас намного лучше. Уже видно, что другая пена, да. Достаточно.
Отлично. Ну и смотрим. Давай посмотрим, что получилось. Ну вот это уже, да? Да. Это уже мы понимаем. В общем, ты мне кажется, что это, да, хорошо. Можешь сказать, что это нормально, да? А может быть, не супер идеально, но это для домашних слоев нормально, для домашних кофеварок. Окей, хорошо. С пеной, значит, ставим ей окей. И дальше у нас будет эксперимент с молочной пеной. Проверка. Страшно. Ну, это аккуратно нужно делать, на самом деле, горячий пар. Да, и желательно вот в тряпочку, чтобы не обжечься, и у вас ничего не секрет. В общем, можно сразу, если вы там более-менее уверены, сразу вот в емкость. Емкость должна быть такая, ну вот не чашка, да, чтобы было место, потому что молоко увеличивается в объеме, когда получается пена. Ну что, крутим включаем ручку. Ее можно на максимум выкручивать, на самом деле. И вот стараться ее... Да, непонятно. Не получается. Да? Не получается. Так, ну хорошо, давай сейчас пока покажем, что у нас получилось. И опять у нас, раз уж так все выходит, то дадим второй шанс. Ну-ка, давай покажем. Ну, какая-то пена есть, но, конечно, это не... Вот даже я понимаю, что это не правильная пена для там капучино или кофе-латте. Вот это такое что-то. Ну, окей, мы сейчас еще раз сделаем. Да, перед тем, как начать взбивать молоко, нужно всегда спускать конденсат. Ага, это вот такой профессиональный совет, на самом деле. Да. Видишь, полезная вещь. Спускаем, ну что, просто проверяем, как работает. Проверяем, как работает, и чтобы, уходит, да? Конденсат уходит, потому что здесь скапливается водичка, и, собственно говоря, мы делаем всегда то же самое после того, как уже заканчиваем взбивать, чтобы молочко у нас здесь внутри тоже не оставалось. Так. Молоко. Так, ну пробуем еще раз. Ее так не глубоко погружаем. Ну, что я тебе рассказываю? Ну вот, есть мнение, что здесь, а ты прям до конца выкрутила? Да. До конца. Что здесь все-таки недостаточно такого вот давления пара для того, чтобы сделать такую настоящую, качественную, хорошую молочную пену. Конечно, много еще от молока зависит, да? Кстати, да? Да, от молока тоже много зависит. Ну-ка, давай посмотрим ложкой. Да, я сейчас не буду свой спорить, потому что как бы ты в этом кофе. Ну, она хоть хоть как-то пена, да? То есть, в принципе, мне кажется, что, смотри, она есть. Ну, пена есть, да, 100%. Я понимаю, что она там, может быть, должна быть плотнее, да, чтобы сахарок насыпать, и он держался, да, какое-то время. Ну, мне как-то так рассказывали. Ну, нет, она должна быть просто более глянцевая, и достаточно такие мелкие должны быть пузыри, невидимые, в принципе. А тут она у нас получается довольно густая такая, пышная, но это скорее как версия старого такого классического капучино, когда вот сверху такая шапочка, да. Ну, смотрите, тут еще момент в том, чтобы приноровиться, мне кажется, да? Да. Ну, то есть, когда вот ты там какое-то время уже пользуешься этой историей, ты как-то уже больше понимаешь технику и, в общем, лучше ты работаешь. Но в целом, давай так, нельзя сказать, что она не умеет делать пену. Она ее делает, просто ты, конечно, как профессионал, у тебя другой к этому подход. Но, в общем, не будем мы ее валить за пену. Тут вы уже сами дальше с ней работаете и как-то привыкаете, и, может быть, у вас будет получаться лучше там, и так далее. Но, в общем, можно делать. Кофеварку Витек я не отнесу к дизайнерским удачам. Есть в ней что-то от китайских авто 5-летней давности. Но, с другой стороны, для кого-то это не так уж важно, правда? Пишите в комментариях. Помпа выдает давление до 15 бар, но, как мы знаем, для эспрессо нужно даже меньше. 1050 ватт, мощность, быстрый нагрев воды тут обеспечен. Регулировка объема кофе ручная. Это сродни приготовлению кофе в турке. Нужно смотреть, чтобы не убежал. Можно одновременно приготовить 2 чашки кофе. Капучинатор для вспенивания молока имеется, как и съемный поддон для капель, как и площадка сверху для подогрева чашек. Объем съемного контейнера для воды приличный, 1,5 литра. Пробуем. Да, мы оставили тот же помол, что у нас зашел с кофеваркой Hyundai, да, так, чтобы все окей было. И дальше смотрим, какая пенка здесь получится. Поехали. Здесь, так же как и в этой кофеварке, здесь нет автодозировки, то есть вы сами смотрите за тем, какой объем кофе вам нужен. Так, ну хорошо, вроде пошло. Да, неплохо. Красиво. Вообще, какой объем эспрессо правильный?
Ну, не существует, мне кажется, такого понятия, как правильный. По вкусу, да, все? Да, все по вкусу ориентируемся. Просто сейчас, ну, именно индустрия спешлти, мы ушли от таких стандартов, как 30 и 60 миллилитров, да, то есть мы кофе измеряем не в миллилитрах, а в граммах, и у нас, ну, по идее, на выходе мы получаем где-то 40 грамм кофе, то есть это что-то посередине будет между тем и другим, но при этом вот у нас считается двойной эспрессо все-таки. Вот так, понятно. Да. Так, ну, смотрим. Смотрим. Ну, мне кажется, неплохо. Слушай, ну да, вот выглядит очень даже. По пенке, я думаю, мы здесь можем вполне окей зачет поставить, да? Я бы, да, поставила. Для домашних условий неплохо. Вот я объясню, почему мы не пробуем кофе. Дело в том, что кофе всегда разный, да, вот здесь как бы здесь свой кофе, который вы сами обжариваете и так далее. А вы можете какой-то другой кофе делать. Ну и всегда как бы разные ощущения от вкуса, и вот, да, вот это все. Ну, конечно. Поэтому мы здесь оцениваем именно то, как машина справляется вот с такими основными вещами, как правильная пена для эспрессо и взбивание молока в пену. Так, окей, для эспрессо здесь зачет. Попробуем молоко. И пробуем молоко. Такой маленький тест у нас этого парового, собственно, капучинатора, так называемого, да? Да, и все теперь... капучинатор. Так, давайте помогу. Так, эта штучка мне нравится. Вот. Можно, да? Да. Это прям максимально, это да? Максимум, да, это максимум, который есть. Тоже я уже вижу, что... Ну да, не хватает прям мощности, чтобы сделать нормальную пену. Давай посмотрим, что получается. Вот. Ну, Но здесь прямо такая крупнозернистая, крупнозернистая получилась. Ну, вот это прям как кислородный коктейль, в детстве. Да, вот скорее, что-то такое похоже. Да. Так, кофеварка Витек, второй шанс с молочной пеной. Давай, я выкручиваю ручку, а ты, собственно, отвечаешь за процесс. Вот, прям такое бульканье. Ну что, сейчас? Ну, прям, да, то есть бульканье и все. Просто если сейчас будет... Ну, то есть результат глобально не отличается. Давай покажем, что здесь, в общем, даже со второго раза пена вот такая. То есть, ну, понятно, что, наверное, где-то это может зависеть от молока, но мы использовали тоже молоко, что и для Hyundai. Там все-таки пена была не идеальная, но получше, да? Да. Вот. Ну, то есть, за эспрессо у нас зачет, а за пену, ну, в общем, пишите в комментариях. Китфорд – еще одна кофеварка в нашем тесте с элементами ретро-стилистики в дизайне, как и модель Hyundai. Тут ручной контроль объема кофе, который наливается в чашку. Можно готовить напиток сразу для 2 чашек. Сверху есть место, чтобы чашки эти хранить и подогревать. Бойлер мощностью 1100 Вт. Помпа с давлением до 15 бар. Съемный поддон для капель и съемный контейнер для чистой воды на 1,2 литра. Капучинатор, конечно. Можно готовить молочную пену, чтобы разнообразить кофейное меню. В общем, все по классике для современных рожковых кофеварок. Ну и, собственно, наш тест. Давайте сейчас приготовим эспрессо и посмотрим, что с пеной. Ну, технология везде одинаковая. Смотрим. Рожковые кофеварки. Кладем кофе. Достаточно. Потом трамбуем немного. Так. Ставим обратно. Уже у нас готова кофеварка к работе. Здесь уже, собственно, все нагрето до нужной температуры, там в районе 90 градусов. Это очень важно, кстати, вот правильно установить рожок, потому что если вы его установите неправильно, он у вас может бахнуть, и это может быть небезопасно даже. Вот, у нас бывало такое. Так, ну что, нажимаем, работаем, да? Готовим эспрессо. Уже на самом деле по струям, да, по этим, по ним видно, что пена будет хорошая, крема, красиво. И здесь, да, если я правильно понимаю, да, здесь тоже можно вот так вот все это контролировать. Смотрим. Слушай. Но мне даже больше, чем все предыдущие нравятся. Прям пока хорошо, да, то есть, ну, точно зачет по пене. Я бы, честно говоря, даже попробовала. Иногда мы пробуем кофе все-таки. Не, ну в целом даже неплохо. Да? Давай. Слушай, ну да. Мне нравится. Я не скажу, что я кофеман, я прям супер много понимаю, но мне это как бы приятно, я скажу так.
А расскажи еще про кофе. Вот ваш кофе, да? То есть у вас прям разные какие-то есть фермы, да? Да, у нас вот на каждой пачке здесь написано, собственно, откуда этот кофе. Это у нас, например, Колумбия, которая это разновидность кофе, Уилла это регион, в котором оно выращивается. То есть мы знаем, в принципе, вплоть до фермы, до фермера, который его конкретно посадил, вырастил, и все, что он с ним делал, то есть все в процессе, что повлияло на тот кофе, который мы уже имеем на сегодняшний день в пачке. У нас есть и из Колумбии, из Сальвадора мы сотрудничаем, с Эфиопией, с Кенией. Можно назвать такой история эксклюзивной такой, по сути, да? Ну, то есть прямо ваш... В принципе, нет. Мне кажется, сейчас многие кофейни спешлти именно, они работают напрямую с фермерами, именно с фермерами. Да. То есть, по сути, этим отличается в основном спешлти сегмент, да, то, что мы покупаем зерно очень хорошего качества, достаточно дорогие лоты и напрямую у фермеров. То есть, может быть, даже в каких-то моментах мы чуть за них переплачиваем, но зато мы точно знаем, что эти деньги, они дойдут до фермера, и что они помогут ему развиваться и становиться еще лучше. Ну, опять же, это такая ламповая тоже история, да, вот как сама кофейня, кутята, все это такое семейное, домашнее, так и фермер, это все очень, мне кажется, все очень привлекает вот в кофейню людей, да? Да, конечно, 100%. Так, прежде чем начнем делать молочную пену, традиционная проверка, такой профессиональный подход, чтобы все работало. И плюс убираем конденсат и так далее. Так. Скажи, когда можно. Выкручиваем на пользу. Судя по бульканьям, нет, уже другие. И уже Катя как-то заинтересованнее смотрит, чем прям так. предыдущие кофеварки. Все равно. Лучше или хуже? Мне кажется, так же. Вроде сначала казалось, что лучше, но вот результат такой же. Так, давай смотреть, да? Уже. Плюс она недостаточно горячая. То есть по температуре, в принципе, молоко можно делать горячее, но здесь уже достаточно много пены. Знаешь, что рекомендуется инструкция, то есть сначала мы взбиваем пену сверху, а потом можно опустить пониже и там прогреть молоко еще. Вот, то есть это такой целый процесс. Слушай, она немножечко получше, чем была пена у Витек. Да. Все-таки не такая зернистая, не такая но такая ближе к тому, что было у Hyundai, наверное, да? То есть... Начало было хорошее, а потом все пошло не так. То есть какая-то пена есть, ребят. То есть если вы прямо не супер придираетесь к этому моменту, то в принципе положить ее в кофе, да, и приготовить себе что-то такое а-ля капучино вы можете. Так что, ребят, из этого и будем исходить. Пишите в комментариях, как вам такая пена. Слушайте, ремарка у нас постояла, да, даже Катя заметила. Да, она чуть постояла, осела, и в принципе, да, если Катя здесь чуть-чуть... еще пару раз ударила о стол, можно вот так вот так чуть-чуть отбить наши пузыри, перемешать, и в принципе уже практически... Пена стала лучше, да, то, что надо, уже намного лучше. То есть она уже не такая зернистая. Чуть-чуть, наверное, я люблю поплотнее, но в целом, да, такая. В общем, так, то есть еще может дойти пена чуть. Кофеварка Redmond выглядит вполне представительно. Здесь, кстати, сенсорное управление. Единственная в тесте такая модель. Никого им не удивишь, конечно, но в плане поддержания устройства в чистоте, легкости ухода – большой плюс. Еще один плюс – можно выбрать приготовление одной или сразу 2 чашек эспрессо. Или это может быть двойной эспрессо в одну чашку. Причем именно программно выбрать. На панели управления и кофеварка сама контролирует объем кофе в обоих случаях. Его, кстати, можно, если что, изменить, и кофеварка запомнит ваши настройки. В остальном классика рожковых кофеварок. Помпа с давлением до 15 бар, капучинатор для ручного приготовления молочной пены и, соответственно, кофейных напитков с ней. Бойлер, мощность 1050 Вт, быстрый нагрев воды, контейнер для чистой воды, его емкость 1,5 литра. Съемный лоток для сбора капель. Чашечки для эспрессо можно подогреть на верхней площадке. Ми-ми-ми. Так. Что? Готовим? Да, готовим. Давай. Подожди, насыпаем. Я думаю, можно еще чуть-чуть. Давай я чуть-чуть. Давай. Поучусь тоже. Вообще у них всех есть отметочка по максимуму, куда надо насыпать кофе внутри. Так. Так, аккуратненько, без фанатизма.
Устанавливаем обратно. Здесь важно именно повернуть вот, до правильного момента, до обозначения лог. То есть это означает, что у вас рожок правильно стоит и там не слетит. Так, ну что? Чашку. Чашку. Давай приготовим немножко эспрессо, одинарную порцию. Посмотрим, что будет с пеной. Ну хорошо, да, хорошо. Сейчас мы подождем, когда он закончит, а вот он, собственно, уже и закончил. Да, то есть такая порция эспрессо, в принципе, я думаю, здесь миллилитров раз 30-40, да, или больше? Где-то так, где-то, да. Ну, да. Ну и пена такая хорошая, достаточно плотная, орехового такого оттенка, да. Красивая, плотная. Будем пробовать? Конечно. Давай. Я с удовольствием. Выглядит очень красиво. Так. Я отдаю первому профессионалу, пусть попробует, я потом. Мне нравится. Очень вкусно, хорошо сбалансировано. Слушай, ну да, на самом деле, вот я говорю, даже я как человек, который, не совсем уж прям понимает в кофе, я понимаю, что реально мне нравится. Кофе хороший. Ну, тут еще, как бы, зависит от того, какой кофе. Зависит от того, какой кофе, да, я что хотел сказать. Но мы делаем, конечно... А какой кофе мы используем, кстати, вот здесь? Мы используем здесь у нас сейчас Бразилия. Это смесь Колибри Бленд, специально пожаренная для эспрессо. Мы используем ее у себя в кофейне, да, мы варим из нее эспрессо в нашей кофейне. Ну, я могу сказать, что приходите к ребятам в кофейне в сеть Кутята, здесь реально классный кофе, классный эспрессо. Так. Ну, пар пошел. Пар есть. Так. Это радует. На максимум, да, у нас? Да. Я вот не вижу отсюда. У меня профессиональные. А правильно ли там все докрутили? Ну, я не понимаю пока. Непонятно, что происходит. Не понимаю пока по твоему так. Это означает, что все окей или... Так, ну вроде вот уже получше идет процесс. Вот видите, приготовление молочной пены – это такая лотерея немножко в таких варках. Если с эспрессо все примерно понятно, он на самом деле нормально получается. С молочной пеной еще надо нужно приноровиться, да. как это сделать. Она у вас будет получаться хуже, лучше, особенно поначалу, когда будете использовать кофевар. Потом, наверное, будет уже нормально. Слушай, ну мне кажется, неплохо. Ну, неплохо, да? Давай покажем. Вот. Ну, она не то чтобы прямо супер густая, но, наверное, супер густая более жидкая получилась. Ну, опять же, это вот как приноровитесь, да? Еще от молока много зависит, там даже от температуры молока, насколько я знаю, да? Похолоднее, да? Да, желательно из холодильника брать молоко, да, 4 градусов. Но вообще важную роль играет именно количество белка в молоке, то есть должно быть 3 грамма. Минимум. Да. Ну, в принципе, в обычном магазинном молоке обычно что-то около этого и есть. Как правило, да. Кофеварка Polaris точно удалась в смысле дизайна. Хороший такой минимализм. Металл, подсветка кнопок и корпуса в нижней его части вполне в тему, без перебора. Ну, это на мой взгляд. А вы свое мнение пишите в комментариях. Тут тоже автоконтроль по объему. Одинарный или двойной эспрессо можно готовить. Плюс напиток сразу в 2 чашки. Капучинатор классический для ручного приготовления молочной пены. Съемный поддон для капель. Съемный контейнер для чистой воды объемом 1,2 литра. Помпа итальянская, в смысле именно в Италии производится, выдает по давлению до 15 бар. Сверху можно хранить и подогревать чашки для эспрессо. Напомню, идеально напиток готовить именно в таких чашках, немного подогретых. Так, сделали кофе. Устанавливаем до конца. Вот. И здесь автоматическая регулировка, значит, порции. Можно двойной выбрать, можно, собственно, обычный одинарный, назовем его так, эспрессо. Ну, давай выберем какой? Давай двойной. Давай двойной. В конце концов, да, по-разному готовим и смотрим все равно, какая получается пена, насколько качественная.
Вообще важная история, это же еще вода, да? Да, вода играет очень важную роль в приготовлении кофе, потому что кофе это, в принципе, на 98% это вода. Вот, в зависимости от того, какую воду использовать, такой у нас и будет кофе. А какая должна быть вода? Ну, 100% не просто вода из крана, то есть мы ни в коем случае не берем водопроводную, потому что там достаточно много разных примесей, там хлор, и, соответственно, все это будет влиять на наш вкус кофе, давать горечь, и у нас будет просто невкусная чашка. Ага. То есть какая-то такая подготовленная, очищенная вода, лучше, наверное, может быть, из бутылок там или Да, то есть вообще нужна определенная минерализация воды, чтобы не было определенное содержание. Ну, если брать просто дистиллят, то тоже будет достаточно невкусный кофе. Нет, дистиллят, наверное, не надо. Да? Ну, в общем, ребят, про воду почитайте, погуглите. Я так могу подробнее рассказать, просто это много всего. У нас тут эспрессо готов. Ну, смотри. Ну, как-то рыхленько, так рыхленько. Немного рыхленько получилось, но это мы с тобой еще поговорили здесь, посидели, вот, но немного рыхловато, но в целом, в общем, да? В целом неплохо. Неплохо. Так, ну у нас вторая попытка. Давай сделаем маленький эспрессо, классический. Ну, мне кажется, сделаем немножко получше обстоит, да? Да, 100% вот, автоматически он остановил приготовление кофе, остановился. Ну, получше, ну, вот да? здесь хорошо, да. Получше. Ну, это, мне кажется, больше из-за объема именно зависит, может быть, потому из-за что там, объема, был двойной эспрессо, здесь одинарный, то есть здесь более плотная крема. Вот так, то есть не зря мы дали второй шанс, что на самом деле пенка получается вполне себе удовлетворимая и вполне себе норм. Ну, это понятно, что когда кофе у вас постоит, то она осядет и становится уже менее пышной. Вкусно. Вкусно. То есть у нас... Да. Вот прям все вкусно. Ну, как свой кофе не похвалишь. Супер вкусный кофе. Ну, реально, я согласен, эспрессо получается хороший. Дальше молочная пена. Слушай, ну так, вот. ну что у нас? В целом-то прям очень неплохо, даже да? хорошо. Все отлично. Ну, вообще Смотрите. шикарно, я бы даже сказала. Пена прям у нас получается вау. То есть Polaris. Ну, слушайте, пока, наверное, да, пока он лучший, топ. Пока он лучше. Мы, на самом деле, вы же видели, мы давали по несколько шансов, там по 2 раза делали пену почти со всеми кофеварками, где там она плохо получалась. И вот пока в Polaris с первого раза, да? Да, пена шикарно. получилась хорошая. Вот. Ну, опять же, пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом, обо всем том, что происходит. Окей, хорошо. Polaris получается у нас 2 зачета и за пену для эспрессо и за вот молочную пену, которую вы так аккуратно перекладываете себе в чашечку и получаете капучино. Ну что, как я люблю говорить, вы все видели сами. Мы с Катей, напомню, Катя это бариста сети кофеен Кутята, да? Да. Вот, мы с Катей протестировали 5 рожковых кофеварок и пришли к выводам. Ну, смотри, у нас получился эспрессо во всех кофеварках норм. Да. То есть у Кати даже попробовали вкусно было. И сам кофе вкусный был во всех кофеварках, и пена была правильная. То есть как у профессионала у тебя нет претензий к такому домашнему варианту эспрессо. Да, то есть все справились. Вот дальше с молочной пеной там были уже такие разночтения, сложности. Но мы тут посовещались и пришли вот к такому выводу. С молочной пеной сложнее, как-то первоначально она может у вас не получаться. Да? Да, ну нужно просто привыкнуть. Нужно привыкать, приноровиться, экспериментировать и, в общем, с опытом. Каждым разом, да, будет все лучше и лучше. Скорее всего, у вас тут пена будет получаться все лучше и лучше, и, в общем, в итоге вы придете к своей идеальной пене. Да. Ну, кстати, идеальная пена, да. Вот так. Так что для того, чтобы в домашних условиях готовить кофе, в принципе, любую из этих кофеварок мы можем рекомендовать вполне, да, вы к ней привыкнете и будете нормально готовить. Мы, кстати, еще разыгрываем одну из кофеварок, поскольку она нормально. Давай, кстати, подожди, какие тебе вот больше понравились? Давай все-таки. Ну, первое место Polaris, конечно. Polaris, ну, за дизайн скорее, да? Ну, и за дизайн, и за пену, эспрессо у нас все как бы идеально получилось. Кофе-то, в принципе, все нормально приготовили, а вот по дизайну Кате зашла кофеварка Polaris. Окей, действительно, она хорошо справилась. Вот. Ну, вы смотрите сами, тут вот и Hyundai очень неплох по дизайну, неплохая такая ретро-стилистика. Ну, а мы разыгрываем KitKat
пришлем вам новую такую кофеварочку. Смысл в том, что нужно подписаться на ВК Китфорд, на наш ВК, ну и, соответственно, быть подписанным на нас на YouTube, в YouTube на канал Тостер, и в комментариях оставить ссылку на вот репост этого видео у себя ВКонтакте. Ссылку или ID ВКонтакте оставляете, ну, как обычно у нас во всех конкурсах. Если нужно подробнее почитать условия, то в описании видео оно есть. И потом мы случайным образом выберем комментарий и отправим вам эту кофеварку по России. И мы поговорили еще с Катей, с ребятами из кофеин Кутята, и решили, что и кофе вам тоже подарим, вот их специальные, их обжарки, попробуйте его. И я знаю, что, в принципе, его можно купить отдельно, да? Да, его можно заказать у нас на сайте, либо можно заказать на Озоне, и вам придет с доставкой наш кофеек. Ну, отлично. Ссылки мы поставим все в подписи к видео, так что сможете зайти к ребятам на сайт. Ну, вот так, собственно. Вот такие дела у нас происходят с кофеварками. Нормально они справляются все. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем о том, как она реально работает. Кать, спасибо. Спасибо тебе. Еще больше вам хорошего кофе, больше людей, которые ценят хороший кофе. И до новых обзоров и тестов.